История Рика Санчеса невероятно сложная, поэтому, чтобы лучше его понять, я расскажу о каждом важном событии, которое повлияло на него и сделало таким, какой он есть, и о том, как травмы могут привести к тому, что даже самые умные люди становятся глубоко несчастными. Так что приготовьтесь, расслабьтесь, возьмите что-нибудь перекусить, если хотите, и наслаждайтесь. Уже с раннего возраста было ясно, что Рик очень умный и всегда любил строить и изобретать. Это мы видим в 5-м сезоне, в 8-й серии под названием «Ритуальное солнце безупречного мира». Но что, если я скажу вам, что этот ум, возможно, не так велик, как вы думаете, и на самом деле привел к тому, что у Рика была довольно травмирующая жизнь? Рик, которого мы видим в сериале, из измерения Си-137, поэтому его часто называют Рик Си-137. В сериале мы видим события из его прошлого, которые произошли до начала самого сериала. В первой серии 3-го сезона под названием «Искупление Рика» мы впервые глубоко погружаемся в эти травмы. В этой серии Рика допрашивает Галактическая Федерация, и они делают это, разговаривая с ним в его подсознании. Во время допроса мы видим воспоминание, которое было у Рика до того, как он совершил прорыв в технологии порталов. В этом воспоминании, когда он работал в гараже и пытался разобраться в порталах, к нему приходит альтернативная версия самого себя и разговаривает с ним. Эта альтернативная версия Рика известна как Рик Прайм. Рик Прайм говорит нашему Рику, что как только он получит доступ к технологии порталов, все станет возможным, и что наш Рик по сути станет Богом. Услышав от Рика Прайма, что произойдет, когда он получит технологию порталов, наш Рик решает отказаться от нее, потому что считает себя другим Риком. Это заставляет Рика Прайма уйти из гаража нашего Рика, сказав, что никакие версии Рика не получат технологию порталов. Рики не получают эту технологию. Да кем ты себя возомнил? Другим Риком, наверное. Ну посмотрим, надолго ли тебя хватит. После того, как Рик Прайм уходит, Рик решает, что ему стоит отказаться от науки и жить более скромной жизнью, вместо того, чтобы становиться богом без каких-либо последствий. Затем, вскоре после этого, когда он идет за мороженым со своей дочерью Бет и женой Дианой, в гараже открывается портал, и из него выпадает бомба, которая убивает Бет и Диану. Это заставляет Рика немедленно начать вычислять математические формулы, необходимые для изобретения технологии порталов в своем разрушенном гараже. Но имейте в виду, что все это происходит в подсознании Рика, пока его допрашивают. И после того, как зрители увидят события из прошлого Рика, Рик сообщает следователю, что он придумал эту историю. Так что все это правда? Что же, если мы перейдем к 5-му сезону 10-й серии под названием «Рик, Мори, Джек», мы сможем ответить на этот вопрос. В этой серии Морти видит сканирование мозга Рика и узнает правду о его прошлом. Оказывается, что хотя Рик и утверждал, что эта история была выдумана во время допроса, на самом деле многое из этого было правдой. Морти видит, как Рик главный разговаривает с Рик убивает свою семью. Но вместо того, чтобы сразу же изобрести портал, Рик какое-то время жил один и боролся с депрессией. Позже он решает создать портал и по сути становится богом, как и предсказывал Рик главный. Ну посмотрим, как долго это продлится. И он это сделал. А еще он смог отомстить Рику главному. Используя портальную технологию, которую он был вынужден изобрести из-за желания отомстить, наш Рик путешествует по разным реальностям и начинает убивать бесчисленное количество Риков. Надеюсь, что один из них — Рик главный. Он даже взрывает гигантское собрание Риков, которые злятся на него за то, что он убивает их альтернативные версии в разных реальностях. И это заставляет множество других Риков подчиняться ему из страха. Ого, Рик действительно становится похожим на Бога. Из-за того, что многие Рики осознали богоподобную силу Рика из 137, они решают построить с ним цитадель, где Рики и Морти могут жить, общаться и ладить друг с другом. Хотя Рика от 137 цитадель не особо интересует, и он думает только о своей миссии поместья. В итоге он находит изначальное измерение Рика главного и намеренно врезается в его гараж. Оказывается, Рик главный бросил свою семью. Я имею в виду, мы знаем, что Рик главный ни к чему не привязан. Представь, что ты можешь отправиться куда угодно, и никто не сможет тебя остановить. Одиночество. Одиночество. Чувак, это бесконечная вечеринка, где все гости единственные, кого мы любим. Так что теперь понятно, почему он так поступил. Рик из 137 решил, что Рик Прайм никогда не вернется в свою семью и занял его место, живя со взрослой Бет и ее семьей. С точки зрения Бет и ее семьи, они просто подумали, что Рик Прайм наконец-то вернулся после долгого отсутствия. Но на самом деле это просто альтернативная версия Рика из другого измерения, которая хотела заполнить пустоту в своей жизни, образовавшуюся после убийства жены и дочери. Кроме того, Рик из 137 фактически усыновил внука Рика Прайма, Морти, даже не сказав ему об этом. Это дало Рику совершенно новые отношения в жизни, ведь у него никогда не было внука, потому что его дочь не успела завести детей.
После всех этих травм Рик, кажется, нашел свое место и счастлив со своим новым внуком и семьей. И с этого момента начинается сериал. Усыновление Риком новой семьи, а также убийство бесчисленных других Риков показали, что его доступ к портальной технологии путешествий заставил его перестать заботиться о других людях и их жизнях, потому что он знает, что его действия практически не имеют последствий. Хороший пример этого в первом сезоне, эпизод 6. Рик готовит зелье номер 9. Мы поговорим об этом через минуту, но прежде чем мы продолжим, если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы получать больше подобного контента. А теперь вернемся к видео. Пока Рик жил в реальности Рика Прайма со своей семьей, он показал нам, насколько он привык к такой жизни без последствий. В этом эпизоде из-за любовного зелья, которое Рик приготовил для Морти и которое пошло не так, как надо, произошел всемирный апокалипсис. Поэтому Рик решает взять Морти с собой в новое измерение, где они занимают место своих умерших двойников и хоронят их тела на заднем дворе, а их новая семья ничего об этом не знает. Поскольку Морти впервые столкнулся с чем-то настолько безумным, как переезд в новую реальность, он, кажется, был шокирован. Но Рик уже делал это раньше, и его это не волнует. Я имею в виду, что даже Морти, с которым он живет, не его внук, так почему он должен переживать из-за этого? И он спокойно убивает множество своих альтернативных версий, чтобы отомстить, так что это нормально. И все потому, что для него больше ничего не имеет значения. Кстати, о массовых убийствах альтернативных версий самого себя в 10-м эпизоде первого сезона под названием «Близкий Рик. Цитадель Риков», о которой я упоминал ранее, очевидно, не доверяет Рику 137-го из-за убийств, которые он совершил в прошлом. Поэтому они арестовывают его и привозят в Цитадель, где обвиняют в недавних убийствах Риков. Затем они сканируют его портальную пушку, и оказывается, что он путешествовал туда, где были убиты эти Рики. Рик из 137 утверждает, что это подстава и что он невиновен, но Цитадель все равно хочет его наказать. И так они с Морти сбегают и отправляются на поиски настоящего убийцы. В итоге они находят логово убийцы, где множество Морти привязаны к стене и подвергаются мучениям. Я однажды придумал нечто подобное. На бумаге, Морти, на бумаге. Я имею в виду, что можно добиться того же результата, если использовать 5 Морти и провод для прикуривателя, но я бы так не поступил. Думаю, это просто Рик показывает, как мало он привязан ко всему, включая Морти. В логове они встречают настоящего убийцу Рика. Его зовут Злой Рик. У него есть помощник, Злой Морти. Злой Морти позже станет очень важным персонажем в истории Рика, и мы поговорим о нем позже, так что следите за новостями. Затем Злой Рик захватывает Рика и Морти и говорит Рику, что они очень похожи. Оказывается, между ними есть только один другой Рик, и они очень разные. Так что, возможно, Рик действительно сделал бы все это с Морти, привязанным к злому логову. Кто знает. Вскоре после того, как Злой Рик показывает им, насколько они похожи, он говорит Рику из 137, что собирается загрузить содержимое его мозга, а затем убить его. Пока идет загрузка мозга Рика, Морти, которые были заперты в логове, сбегают и убивают злого Рика, что позволяет Рику из 137 и Морти сбежать и вернуться в Цитадель. Затем Совет извиняется за то, что ложно обвинил Рика, и в качестве извинения за свою ошибку предлагает ему ваучер на замену Морти. Рик ведет себя так, будто ему все равно, но на самом деле он не может устоять перед Морти. Да, я уже говорил, что Рик никому и ни к чему не привязан, но что если я скажу вам, что это не только про Рика, но и про Морти? Ну, в конце этого эпизода выясняется, что Злой Рик на самом деле не настоящий человек, а робот, которым управляет его якобы верный помощник Злой Морти. С ума сойти. Это значит, что Морти причинял всем этим Мортиам невыносимую боль, и что Морти проник в разум Рика. Но зачем Морти это понадобилось? Я расскажу об этом подробнее в видео. Итак, для начала давайте поговорим о развитии персонажа Рика на протяжении всего сериала. Хотя я много говорил о том, каким эгоистичным может быть Рик из-за того, что он по сути бог после изобретения порталов, он, возможно, не совсем эгоистичен. Потому что во втором сезоне, в 10-й серии под названием «Свадебные захватчики», Рику и всей его семье приходится покинуть дом из-за того, что за ним охотится Галактическая Федерация. Спрятавшись на новой планете, Рик подслушивает, как Джерри говорит семье, что им нужно сдать Рика Федерации, чтобы самим жить хорошо. Потому что Рик всегда был эгоистом и, вероятно, не стал бы жертвовать собой ради них. Но Бет, Морти и Саммер не согласны и считают, что они должны быть рядом с Риком. Мы любим Рика.
По большей части. Да, ты не любишь людей ради того, чтобы у тебя был отец. Ты любишь их безусловно. И Бет упоминает, что не хочет, чтобы он снова уходил, имея в виду, что Рик Прайм изначально бросил их. А она даже не подозревает, что ее настоящий отец так и не вернулся. А с ними все это время был Рик из 137. Поддержка его новой семьи заставляет Рика наконец совершить самоотверженный поступок. Он сдается Галактической Федерации, чтобы его приемная семья могла жить нормальной жизнью. «Рик, я переживу, если ты уйдешь, но ты разобьешь маме сердце, и я тебе этого не прощу». Где фургон Морти? Хотя он готов пожертвовать собой ради Морти, Саммер и Бет, Рик явно что-то имеет против Джерри. Когда он сдается, он говорит вот что. «Здравствуйте, меня зовут Джерри Смит. Я с планеты Земля. Я знаю, где находится Рик Санчес, тот самый. Если мы вернемся на Землю, сможет и моя семья жить нормальной жизнью. Нам нужен только Санчес, сэр. С вашей семьей все будет в порядке. Спасибо. Меня зовут Джерри Смит. Я люблю сосать большие потные члены и облизывать отвратительные волосатые яйца». Честно говоря, неприязнь Рика к Джерри отчасти понятна, потому что даже после того, как он сдается, вся семья грустит из-за этого, а Джерри кажется счастлив. Хотя вскоре Джерри пожалеет об этом счастье и желании предать Рика. Ну, в самом деле ты хочешь предать человека, чья единственная цель в жизни — отомстить. Так что, думаю, можно с уверенностью предположить, что Рик с радостью отомстит тебе, Джерри. И Рик действительно так и поступает. Первое, что изменилось. Позвольте объяснить, как именно. Вернемся к эпизоду, о котором я упоминал ранее в 3-м сезоне, в первой серии под названием «Искупление Рикшенка», где Рика допрашивает Галактическая Федерация. Во время этого эпизода Рику удается избежать допроса и свергнуть Галактическую Федерацию, разрушив экономику. После этого он возвращается домой к Бет и Джерри злится из-за возвращения Рика, поэтому он говорит Бет, что она должна выбрать между ним и Риком. Бет выбирает Рика и разводится с ним. Джерри какое-то время будет жить один. О, мне жаль это слышать. Надеюсь, я тут ни при чем. Из-за этого Морти грустит из-за развода, но недолго, потому что Рик начинает разглагольствовать о том, как он организовал развод своих родителей, сдавшись властям и свергнув правительство. И все это из-за того, что Джерри хотел его предать. А еще он сделал это, чтобы захватить власть в семье и заставить Морти отправиться с ним в приключения. И вдобавок ко всему, он даже угрожает Морти. Он угрожал мне, чтобы я пошел в правительство, поэтому я заставил его уйти. Я просто взял власть в семье, и если ты скажешь своей маме, что я так сказал, я буду все отрицать, и она будет на моей стороне, потому что я герой. А теперь твоя очередь. Да, так что, наверное, то, что я говорил раньше о том, что Рик может пройти через арку персонажа и стать более самоотверженным из-за эмоциональной привязанности к своей семье. Не совсем верно. И он продолжает доказывать это, совершая еще более безумные эгоистичные поступки, например, доводя Бет до экзистенциального кризиса. В 9-м эпизоде 3-го сезона под названием «Азбука Бет» Бет понимает, насколько она похожа на Рика, и что ее интеллект может довести ее до безумия. Или, может быть, она действительно сходит с ума. Посмотри на некоторые из них: пистолет, который стреляет лучами, хлыст, который заставляет людей любить тебя, электрошокер в форме божьей коровки, отдельный полицейский значок, розовый складной нож с лезвием-трансформером. И это еще не все. Чтобы помочь Бет справиться, Рик предлагает ей покинуть свою вселенную и делать все, что она захочет, как он сам когда-то сделал, и именно поэтому он сейчас разговаривает с ней. Но он не говорит ей об этом. Она не хочет следовать его идее, потому что ей нужно заботиться о детях. Тогда Рик говорит ей, что может сделать ее клона, который будет обо всем заботиться, пока она будет делать все, что захочет. «Зачем тебе это делать для меня? Не знаю, ты так мало значишь для меня, что ты мне нравишься. Или, может быть, это заставляет тебя что-то значить. Я люблю тебя». Похоже, что огромная сила Рика заставляет его постоянно сомневаться в своем нигилизме. Подумав немного над идеей Рика о клоне, Бет принимает решение. «Я знаю, что я хочу сделать, но в этом эпизоде нам не показывают, какое именно решение она приняла. Так что позже я расскажу подробнее о том, какое решение она приняла, потому что это раскрывается в следующем эпизоде. Так что продолжайте смотреть, и я скоро об этом расскажу». Забавно, но оказывается, что даже Бет не уверена, какое решение она приняла. В 10-м эпизоде 3-го сезона под названием «Свидание Рика и Морти» Бет звонит Рику и спрашивает, является ли она клоном. И Рик сначала говорит ей, что нет, но затем отвечает интересным образом. «Просто чтобы быть уверенным, вы не притворяетесь, что убеждены в том, что вы реальны, потому что на самом деле вы убеждены, что вы клон, и вы в ужасе от того, что становитесь самозванцем. Осознание этого означало бы, что мне придется тебя уволить». «Нет». «Хорошо, рад, что смог помочь. До скорой встречи». Совершенно очевидно, что это неудовлетворительный ответ.
И это заставляет Бет пойти к Джерри домой, чтобы поговорить с ним об этом, что в конечном итоге приводит к тому, что они снова встречаются друг с другом. Хотя после того, как они снова встречаются, семья решает оставить Рика и спрятаться подальше от своего дома, потому что они боятся, что он убьет Бет, если она на самом деле клон. Но то, что они прячутся, не останавливает Рика, и вскоре он появляется с пистолетом. Но не волнуйтесь, Бет. За исключением того, что он этого не делает, а просто хочет продолжить начатое и отправиться на поиски приключений вместе с Морти. Но Морти говорит ему, что он не пойдет с ним на поиски приключений и останется с семьей. Ничто из того, что вы считаете важным, не имеет значения. В этом нет ничего особенного. Это происходит бесконечно часто в бесконечных реальностях. После этого Бет упоминает, что все может вернуться к тому, что было в первом сезоне шоу. Может быть, вы и есть клон. Рик вряд ли сказал бы нам об этом. Но Рик, похоже, просто раздражен этим комментарием и явно начинает все больше и больше обесценивать семью. Я имею в виду, что они даже не являются его настоящей семьей в любом случае. Теперь, когда мы увидели результаты того, что Бет задается вопросом, клон она или нет, и как реагирует Рик, вы удивлены. Наверное, вам интересно, существует ли на самом деле клон Бет. Я имею в виду, что на самом деле на 100% неизвестно, является ли Бет, о которой я только что говорил, клоном или нет. Ну, в 4-м сезоне в 10-й серии под названием «Звездная смерть». Поворот Рика Джерри, другая Бет приходит к Рику и очень злится, потому что она тоже не знает, является ли она клоном. Эту Бет называют космической Бет, и за ней охотится Галактическая Федерация. Когда Бет приходит к семье Рика 137, Федерация не может понять, кто из них преступник. Даже Джерри в замешательстве. Подождите, значит, их две? Что еще важнее, какая из них моя? Из-за этой путаницы Федерация арестовывает обеих Бет. Семья отправляется спасать их, и после этого Рик признается, что стер свою память, чтобы забыть, какая из Бет настоящая, а какая нет. Он сохранил запись на устройстве, чтобы позже посмотреть ее и узнать ответ. Но обе Бет и остальные члены семьи решают, что они не хотят знать, кто из них настоящий. Поэтому Риклин решает сам посмотреть запись, и оказывается, что в тот момент, о котором я говорил раньше, когда зрителям было непонятно, хочет ли Бет, чтобы ее клонировали или нет. Бет дала Рику право решать, стоит ли ее клонировать, и он решил это сделать. Может быть, он сделал это, чтобы у него была версия дочери, с которой он мог бы общаться, но это стоило здравомыслия ей и ее клону. Что вы думаете? Напишите свой комментарий ниже. Когда Рик понимает, что это было его решение, он начинает размышлять. «Я ужасный отец. Может быть, немного, Рик. Может быть, немного». Хотя Рик совершал много ужасных поступков и, кажется, не ценит Бет так, как должен. Я имею в виду, что он буквально бросил другую версию Бет и оставил ее в постапокалиптическом мире, так что будем надеяться, что у него хотя бы есть тайная связь с Морти, потому что он никогда не бросал эту версию Морти. Ну, на самом деле, так было только до 9-го эпизода 5-го сезона под названием «Забытый Сарик Морти», где Рик бросает Морти, чтобы заменить его двумя воронами. Да, двумя птицами. И даже увидев, в каком ужасном состоянии оказался Морти без него, потеряв собственную руку, Рик все равно решает оставить Морти, чтобы продолжить свои приключения с двумя воронами. И Морти подавлен этим. Даже в следующем эпизоде, 10-м эпизоде 5-го сезона под названием «Рик, Мори, Джек», Рик все еще с воронами встречает Морти, которому уже 40 лет. Получается, что Рик путешествовал с этими воронами около 26 лет, 40-летний Морти просто хочет, чтобы Рик вернулся домой. Но Рик не хочет и возвращается только после того, как ссорится с воронами, из-за чего наконец-то возвращается к Морти. Так что да, ему понадобилось расстаться с птицами, чтобы вернуться. Ого! Когда Рик возвращается, оказывается, что Морти использовал омолаживающую сыворотку, чтобы эмоционально шантажировать его, и на самом деле ему не 40 лет. Итак, теперь, когда Рик снова встретился с Морти только из-за того, что его предали вороны, он решает отвезти Морти в цитадель, чтобы убить его. И там во время ужина они встречают президента Морти. Затем президент Морти рассказывает Рику и Морти, что он на самом деле злой Морти, тот самый, о котором я упоминал ранее, и объясняет, почему он злой. Он хочет уничтожить центральную конечную кривую. Это заставляет Морти и, возможно, некоторых из вас задуматься, что же такое центральная конечная кривая. Я скоро отвечу на этот вопрос. Рик, кажется, обеспокоен тем, что злой Морти знает о центральной конечной кривой и понимает, что злой Морти сделал полный скан его мозга. Во время их встречи со злым Риком в 10-м эпизоде 1-го сезона, который я упоминал ранее,
Мы, зрители, уже знали, что злой Морти сделал это, но Рик и Морти не знали. После этого признания злой Морти использует скан мозга Рика, чтобы показать Морти, как Рик относится к нему, как к расходному материалу во всей мультивселенной. Ничего себе. И сразу после этого признания злой Морти блокирует все порталы и позволяет Рику и Морти покинуть его кабинет. Рик беспокоится и предполагает, что злой Морти воспользуется знаниями, которые он получил из его мозга, чтобы разрушить центральную конечную кривую. А Морти до сих пор не понимает, что это значит, потому что Рик ему не объяснил. Поэтому он злится, что Рик не дает ему прямых ответов, и Рик решает к черту все. И, воспользовавшись устройством для сканирования мозга, который он украл со стола злого Морти, когда уходил из его кабинета, он показывает Морти всю свою историю до того, как они начали жить вместе, и по сути Морти стал его внуком. Это та же сцена, о которой я упоминал ранее в этом видео. Увидев прошлое Рика, Морти чувствует себя виноватым. Но тут появляется злой Морти и сразу же начинает рассказывать, что такое центральная конечная кривая. Он объясняет, как Рик разделил вселенные, в которых он самый умный, и те, в которых он не самый умный, и как страдания бесчисленных Морти — результат этого. Все потому, что Рик считает себя жертвой из-за смерти жены и ребенка. А злой Морти больше не хочет быть частью этого, поэтому он решает вырваться из этой ограниченной ветви реальности и исследовать мультивселенную. Вот что делает злого Морти злым, потому что он не хочет мириться с Риком и устал от него. Поэтому, пока он живет в центральной конечной кривой, где Рик самый умный человек во всех доступных вселенных, по умолчанию он считается злым. Эта речь злого Морти заставляет Морти задуматься о том, какой Рик на самом деле. Вороном для меня, или ты вернулся, потому что они тебя бросили? Вот так. Теперь ты тоже злой Морти. Рано или поздно мы все оказываемся на этой стороне. Затем злой Морти нарушает центральную конечную кривую и уходит в бескрайнюю мультивселенную. Рик и Морти едва избегают смерти из-за хаоса, который это вызывает, и остаются без портальной жидкости, чтобы вернуться домой. Но, к счастью, в следующем эпизоде, в 6-м сезоне, в первой серии под названием «Солнечные Риксы», их спасает Бет. После спасения Рик отправляется восстанавливать индекс порталов, чтобы снова можно было путешествовать. Но, пытаясь это сделать, он случайно восстанавливает путешественников, из-за чего его Морти и Джерри отправляют обратно в их изначальные измерения. Очевидно, мы уже знаем, что Рик и Морти были отправлены обратно, потому что они уже какое-то время живут в альтернативной реальности. И я думаю, что Джерри тоже отправили обратно, потому что он перепутался с другим Джерри в детском саду в эпизоде 2-го сезона под названием «Ночная прогулка Морти». Когда Рик был отправлен обратно в свою изначальную реальность, оказалось, что в этой реальности он создал призрака своей жены, чтобы тот преследовал его. «Если бы я могла тебя не слышать, я бы не преследовала тебя. Тебя. Забыл, что хотел, чтобы меня преследовали. И что он был так подавлен, что запер всех в этой реальности в петле времени, застряв в тот день, когда умерли Бет и Диана. Но при этом он забыл о проблеме старения, из-за чего все старели, пока их разум был заперт в этой петле. Я хотел спросить, не могли бы вы помочь мне разобраться с запиской, которую я нашел сегодня утром? Она написана кем-то, утверждающим, что это я. Они говорят, что мой разум заперт в петле времени, в день трагического события, из-за агонии могущественного интеллекта. Итак, его решение — использовать кнопку «Выключить», чтобы без раздумий покончить с жизнями этих людей в его изначальной реальности. Вот так снова он относится к жизни как к чему-то одноразовому. Рик покидает свое измерение через дыру в центральной кривой, которую создал злобный Морти, и отправляется на поиски Морти в его измерении, где они устроили апокалипсис и были вынуждены бежать в 6-м сезоне. В эпизоде Рик готовит зелье номер 9, которое я упоминал ранее. Когда Рик находит Морти, они продолжают свои обычные приключения. «Куда мы идем? Убивать твоего дедушку, малыш?» «Погоди, что?» «Неважно, может, это не совсем обычное приключение. Ну, в этом необычном приключении они находят базу Рика Прайма, и он насмехается над ними. Хотя пока это происходит Бет, космическая Бет и Саммер в опасности. Поэтому Рик и Морти оставляют Рика Прайма и идут им на помощь. А когда они все встречаются, они решают забрать Джерри из его измерения и вернуться домой вместе. Хотя дома их ждет другой Джерри, у этого Джерри есть питомец Рика по имени Мистер Фелс. И он выпускает мистера Фелса, что приводит к цепной реакции, которая может уничтожить мир. Поэтому, как только они все исправляют и возвращаются домой, им приходится искать новую реальность. Теперь вся семья хоронит своих мертвых в другой реальности и ассимилируется в ней, а не только Рик и Морти. Немного поспешили, говорят, с пармезаном. Но Рик не позволит этому маленькому препятствию помешать ему отомстить Рику Прайму. Так что в 10-м эпизоде 6-го сезона под названием «Рик Шнельмарт Пуни» Рик делает именно это и продолжает свою миссию. Но только после того, как оставляет семью с роботом, который выглядит как он, по имени Рикбот.
Все потому, что в шестом сезоне в 9-й серии, которая называется «Рик и Морти против Морта», Морти захотел отправиться в дурацкое приключение, из-за которого ему пришлось отрезать себе член ради религиозных целей. А теперь просто отрежь и выбрось их на солнце. А еще Морти назвал Рика скучным, и из-за этого Рик на все приключение и даже дольше заменил себя роботом, а сам тем временем охотился на Рика Прайма. Когда семья узнала, что Рик заменил себя Риком Ботом, и когда Рик Бот умер, Рик позвал Морти помочь ему найти Рика Прайма, что может и звучит мило, но на самом деле это просто эгоизм Рика. Я никогда еще не был так близок к Прайму, но теперь мы это сделаем. В 5-й серии 7-го сезона, которая называется «Еще один Рик», происходит большой шаг в миссии Рика поместье. Серия начинается с воспоминаний о том, как злой Морти убивал Риков из бесчисленных реальностей и крал знания из их мозгов, а также похищал их Морти. Это произошло в то же время, когда он поймал Рика 137 и просканировал его мозг в 10-й серии 1-го сезона. Я думаю, это может означать, что Рик из 137 не такой уж особенный. А еще многие Рики относятся к Морти как к расходному материалу, а злой Морти относится к Морти и Рикам как к расходному материалу. После этого воспоминания злой Морти наслаждается своим временем в мультивселенной, которая не ограничена центральной конечной кривой. Но все рушится, когда Рик и Морти пытаются найти Рика Прайма. Поэтому злой Морти приходит к ним и дает совет, как найти Рика Прайма. Они нашли способ, который не побеспокоит его в других частях мультивселенной. Получив этот совет, они нашли Рика Прайма, который отличался от тех, кого они уже встречали. Убив эту подделку, они увидели, как она превратилась в черную слизь, и попали в комнату, где встретили других Риков, которые тоже охотились на Рика Прайма. Затем Рик Прайм рассказал, что убил жен всех Риков во всей бесконечности. Рик уже знал об этом, а Морти нет. Затем автоматическая запись сообщила, что последний оставшийся Рик получит свою жену обратно. Но Рик из 137 не поверил. Рик, Морти и злобный Морти сбежали, прихватив с собой немного черной слизи из ловушки Рика Прайма. С помощью этой слизи Рик нашел Рика Прайма и отправился его убивать, оставив злобного Морти и Морти позади. Но злобный Морти привел Морти на базу Рика Прайма, и они все равно его нашли. Во время битвы с Риком Праймом он сказал, что собирается стереть семью Рика из 130 из бесконечности одного за другим, как он сделал с Дианой. И он доказал это, убив дядю Слоу, также известного как Слоу Мёбиус. После недолгой борьбы Рик и злобный Морти потерпели поражение от Рика Прайма, и остался только Морти. Пока Рик Прайм разговаривал со своим внуком, он отвлекся и был побежден Морти. Но дело в том, что это сделал не Морти. Оказывается, злобный Морти надел повязку на глаз Морти и поменялся с ним рубашками во время драки, чтобы запутать Рика Прайма и вывести его из строя. Поскольку Рик был выведен из строя, злобный Морти украл у него знания и привел Рика 137-го в ту же комнату, где он оживил его. Затем он оставил их наедине, и Рик 137 начал избивать Рика Прайма до смерти. А тот смеялся над Риком и говорил, что только он один знает, зачем живет, и смеялся над Риком 137 за то, что тот так долго жил со своей семьей. «Что ты с ним сделал? Тусовался с моим внуком? Что ты будешь делать без меня? Давай выясним». В конце концов, Рик Прайм умер от полученных ударов. И когда Рик 137 наконец достиг своей цели, у него больше не было цели в жизни, и он даже не мог смотреть на мир прежними глазами. Его главная цель в жизни как человека с безграничной силой была достигнута. «Ну и как ты себя чувствуешь? Лучше?» «Точно так же». «Да, так всегда бывает. И что теперь?» «Может быть, после достижения этой главной цели у Рика появится новая. Меня не волнует месть за мою семью, Морти. Это было притворством. Меня волнует соус Макнаггетс. Может быть, это поможет ему почувствовать себя лучше. В любом случае, после этого злобный Морти говорит Рику и Морти, чтобы они оставили его в покое. И упоминает, что может закончить эксперимент с Риком в любой момент, убив всех Риков в бесконечности, как Рик Прайм убил Диану. Потому что теперь он знает, как создать такое оружие. После таких комментариев о том, что эксперимент с Риком провалился и что лучше уже не будет, начинаешь задумываться. Был ли Рик пешкой в масштабном плане злого Морти по захвату мультивселенной? Может быть, Рик из 137 всего лишь очередной злодейский план злого Морти помести Рику? Знал ли злой Морти о том, что Рик собирается отомстить другим Рикам? Это его первое подобное выступление или нет? Или, может быть, Рик из 137 все это время был пешкой злого Морти? Неужели злой Морти только сейчас узнал, как создать оружие, способное
уничтожить людей по всей бесконечности. Или он всегда это знал. Может быть, это одна из причин, почему он уничтожил оружие после того, как все произошло. Может быть, он сделал это только потому, что не хотел, чтобы Рик из 137 использовал его против него. Или нет? Что именно злой Морти имел в виду? И кто он на самом деле? Напишите свои мысли в комментариях ниже. Это безумие, на что способна абсолютная власть. Но развращает ли абсолютная власть абсолютно всех? Или те, у кого есть огромная власть, могут оставаться хорошими людьми? Что вы думаете? Ну, в случае с Риком из 130, он был скромным и гениальным человеком, который хотел, чтобы его оставили в покое. Но из-за травм, полученных от других, он решил отомстить любой ценой. И эта цена заключалась в том, чтобы стать богом, используя свой интеллект в своих интересах. К сожалению, сочетание такой силы и желания отомстить привело его к тому, что он стал нигилистом, даже после того, как достиг своей цели в жизни. Рик все больше осознавал, что в его стремлении к цели мало что имеет значение, и что он существует бесконечно и может управлять этой бесконечностью по своему желанию. Но когда он достиг своей цели, он понял, что это было бессмысленно. Он думал, что удовлетворение принесет месть, но, похоже, он ошибался. Такое глубокое понимание того, что ничто не имеет значения, может опустошить человека и вызвать депрессию. Но я считаю, что даже если ты понимаешь, что ничто не имеет значения, это не должно привести к твоему падению, а может даже пойти на пользу. В случае с Риком, возможно, осознание того, что ничто не имеет значения, в сочетании с достижением его цели в жизни, дало ему повод просто жить счастливо, без желания отомстить. Если ничто не имеет значения, зачем относиться к этому так серьезно? Зачем нужна месть? Сейчас и даже раньше, когда ты можешь просто жить в мире. Даже если все бесконечно и не имеет значения, почему бы просто не наслаждаться жизнью и не дарить позитив окружающим? Все зависит от того, как ты смотришь на вещи, так что выбирай с умом. Если вам понравилось это видео, вам, вероятно, понравится одно из моих видео, где я рассказываю о самых травмирующих эпизодах Рика и Морти. Или вы можете посмотреть мое видео, где я рассказываю о самых безумных эпизодах. Оба варианта сейчас на экране. Также не забудьте поставить лайк видео и подписаться на канал. Хорошего дня и помните, выбирайте с умом.